Здравствуйте! Приветствую вас на своем канале. Сегодня свяжем повязку интересным узором. Повязка связалась всего в 3 ряда, плюс 2 ряда обвязки. Пряжа ровница в 200 граммах 400 метров, то есть в 100 граммах 200 метров. Вязала крючком 3 миллиметра. Я уже связала первый ряд, набирала 80 петель по обхвату головы, замкнула в кольцо и провязала первый ряд столбиками с накидом. Вязала столбик с накидом в каждую петлю цепочки. Всего в работе 80 столбиков. Самый первый ряд связан, думаю, это все могут связать. Показываю второй ряд. Воздушная петля и вытягиваем петлю. Берем наше приспособление. Уже я с помощью этой трубочки вязала. И будем на эту трубочку нанизывать петли. Сейчас буду вводить крючок в каждую петлю основания по очереди. Провязывать сначала столбик без накида. Вот я ввожу крючок. Вытягиваю петлю, провязываю столбик без накида, вытягиваю петлю и одеваю на трубочку. То есть таким образом нам надо вытянуть 80 петель из каждой петли основания. Вот таким образом из каждой петли основания вытягиваем петлю. Сначала провязываем столбик без накида, потом вытягиваем петлю и одеваем на трубочку. Я подняла уже 40 петель. Теперь эти петли снимаю, потому что будет неудобно. Они никуда у нас не денутся. И продолжим вытягивать следующие 40 петель. Провязываю столбик без накида, вытягиваю петлю и вставляю трубку. Трубка это диаметр 1 сантиметр. Можно взять кусок шланга, у кого что есть. И продолжаем вытягивать петлю. Столбик без накида. Петлю одеваем на трубку. Напомню, что в работе у нас должно оказаться 80 петель. То есть должны мы вытянуть 80 петель из каждой петли основания. Вытянули 80 петель. Вот так вот это выглядит. И теперь будем собирать петли. Петли будем собирать по 4 штуки. Всего у нас петель 80. 4 петли собрали. И эти петли обвязываем 4 столбиками без накида. То есть количество столбиков по числу петель. Следующий элемент. Снова набираем 4 петли. И будем обвязывать их. Провяжем в эти петли 4 столбика без накида. Три, 4. Таким образом из 80 петель по 4 петли у нас получится 20 вот таких элементов. Будем
собирать по 4 петли и обвязывать 4 столбиками без накида. Закончим ряд соединительным столбиком. Я довязала элементы до конца ряда. Сейчас соединим соединительным столбиком в круг. Далее 3 воздушные петли подъема. И в каждую петлю элемента будем провязывать по столбику с накидом. То есть на каждый элемент у нас получится по 4 столбика с накидом. И мы опять выйдем на 80 столбиков с накидом. Вяжем до конца ряда столбики с накидом. По 4 столбика с накидом над каждым элементом в каждую петлю основания. Теперь, чтобы придать повязке законченный вид, обвяжем ее с двух сторон. Ввожу крючок, вытягиваю петлю, оборачиваю 2 петли и провяжу их вместе. Ввожу крючок, оборачиваю 2 петли и провяжу их вместе. И так буду вязать до конца ряда. Получаем такой зубчатый край. Вот такая повязка получилась у меня. Творческого вдохновения и вам. До новых рукодельных встреч!